зовут Зеленина Ольга Николаевна. Я заведующая химико-аналитической лабораторией Пензенского научно-исследовательского института сельского хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук, соавтор 3 сортов безнаркотической конопли и 2 гибридов безнаркотической конопли и 1 сорта условно-безнаркотического мака. Соавтор, то есть вы участвовали в селекции этих сортов? Да. Наш институт единственный в России институт, который имеет лицензию на возделывание наркосодержащих растений в научных целях. Как он полностью называется? Государственное научное учреждение Пензенский научно-исследовательский институт сельскохозяйственных наук Российской сельскохозяйственной академии. Расскажи, пожалуйста, обстоятельства вашего ареста в связи с делом Шилова. Институт несколько лет занимался федеральной целевой программой по выведению безнаркотических растений. И в рамках этой программы мы получили новые знания о маке и конопле. В связи с тем, что информация об институте просочилась в прессу, к нам стали обращаться адвокаты многочисленных подозреваемых и обвиняемых в реализации мака. Потому что с 2008 года в нашей стране появился новый вид преступлений. Это реализация пищевого мака. По мнению ФСКН, проводилась не продажа мака, а продажа наркотических средств, замаскированных под семена мака. И адвокаты пытались выяснить в институте, действительно ли возможно добиться стопроцентной очистки мака от сорной примеси, такой, которую требовал ГОСТ на мак пищевой после введения в него поправок, инициированных ФСКН. То есть вас привлекли в качестве эксперта по делу Шилова, да? Нет, ничего подобного. Дело в том, что когда у директора МКМ, занимавшегося импортом семян, на Брянской таможне было задержано 42 тонны мака, то он обратился в институт с вопросами по достижимости стопроцентной очистки. Институт поручил подготовить ответы мне, директор института поручил подготовить эти ответы мне. Ответы готовились долго, потому что это как бы не совсем наш профиль, мы занимаемся селекцией, они занимаемся очисткой, и вопросы писались долго, Шилову они как бы не очень-то были нужны, за это время его уголовное дело закрыли за отсутствием состава и события преступлений. Но по истечению года встал вопрос о уничтожении этих семян. То есть было признано, что семена все-таки необходимо уничтожить, и тогда Шилов опять попросил, что ответьте, пожалуйста, можно ли очистить эти семена. И тогда институт ответил на эти вопросы, которые Шилов задавал, и подготовил такое информационное письмо, в котором содержалась общедоступная информация о степени очистки семян, о том, что семена мака всегда содержат опийные алкалоиды. Просто в одной лаборатории, которая оснащена хорошо, они определяются, а которая оснащена чуть хуже, они не определяются. И тогда эксперты там пишут, что семена мака не содержат наркотических веществ с учетом точности методов и так далее. Вот в таком духе. И наш институт подготовил ему это письмо и отправил ровно через год после того, как у него семена мака были задержаны, и, наверное, через полгода или даже больше, чем когда его уголовное дело было закрыто. И мы абсолютно не предполагали, что у этой истории будет какое-то продолжение. А что за продолжение? Что было дальше? А продолжение было такое, что еще практически через год после того, как мы отправили это письмо, то есть письмо было послано в сентябре, а в августе 2012 года в мою квартиру в 6 часов утра вломилась толпа, как потом выяснилось, сотрудников ФСКН в бронежилетах, с автоматами вооруженных. Это был, такой шок для меня, и заявили, что я подозреваюсь в пособничестве к контрабанде наркотиков. На каком основании? Вы знаете, я это основание не нашла даже до сих пор, прочитав все 218 томов уголовного дела, что же послужило основанием и рапортом для вот такого действия, я не нашла ответ на этот вопрос. Но когда меня везли, потом уже, они меня
Они провели обыск в квартире, они изъяли компьютеры, ноутбуки, все флешки, телефоны, сотовые телефоны и так далее. И когда меня везли в Москву, они увезли меня в Москву, тут же в Москву, не сообщив семье об этом ничего, не выдав возможность там, связаться с адвокатами, там, не пригласив адвоката на обыск, как мы того требовали и просили. Они, когда меня везли в Москву, сказали, что ну вы там не бойтесь, если вы правильно ответите на наши вопросы, то будете завтра же свободны. Главное, что человек, который завалил всю страну наркотой, должен сидеть. А я пыталась понять, какая связь между мной и наркотой, тем более, что ни я, ни никто из моих знакомых наркотиками не торгует, и как бы торговлю маком я никак не могла отнести к торговле наркотиками. Они в дороге уже уточнили, мне сказали, что это подозрение в торговле наркотиков предъявляется некому Шилову. Это был товарищ, с которым я встречалась всего однажды. Причем встречалась в общественной палате города Москвы на слушаниях, посвященных несовершенству законодательства по вопросу пищевого мака, подходу ФСКН к пищевому маку. Ведь сложилась ситуация, которая была отражена в аналитической записке ФСКН, что они в течение каждого года возбуждают до 2000 уголовных дел против лиц, которые совершает оборот мака. А ведь под оборотом мака у нас может приниматься не только торговля пищевым маком, да? Оборот это, когда я вас угостила булочкой с маком, это тоже оборот. Потому что оказывается в маке, даже который находится в булочках, содержатся алкалоиды. И эти алкалоиды потом будут обнаружены в вашей крови и вашей моче. Как это было как это неоднократно было, да. Отняли права, потому что проверили человека, который съел булочку с маком. Да. И эту литературу я потом подняла, прочитала, и доказываю, это не просто сюжет из интернета, это классика, которая изложена в книгах для экспертов. То есть об этом прекрасно знают сотрудники ФСКН. Но, несмотря на это, такие уголовные дела возбуждают. То есть каждый из нас находится под таким прицелом. Сегодня и уже есть дела, когда арестовывают просто человека, вышедшего из магазина с пакетиком мака, и говорят, что ты совершил, там, участвуешь в обороте. Когда арестовывают таксистов, который вез там по чьей-то просьбе коробку мака, и тоже его привлекают к уголовной ответственности. Но это все я узнала уже потом, когда я вышла из тюрьмы, в которую меня посадили сотрудники ФСКН. Вас арестовали за то, что вы проводили экспертизу, то есть выполняли свои должностные обязанности. Ничего подобного. И на вас оказали давление, выбивали из вас фактически нужные ответы, да? Самое смешное, что наш институт не проводил экспертизу семян мака Шилова, мы этих семена в глаза не видели. Мы давали чисто гипотетический ответ про все семена, которые существуют в природе. Там, условно говоря, вот есть там семена мака, которые используются в сельском хозяйстве как посевной материал, и есть семена мака, которые используются в пищевой промышленности как основу, как продукт, пищевой продукт. И мы говорили в общем о семенах мака, и наш ответ, никоим образом нельзя было соотнести к партии семян мака, задержанных в таможне. Там даже не употреблялся ни номер партии, ни номер семян, ничего. Вот то, что позволяло бы соотнести наш ответ с семенами мака Шилова, кроме одного. Там проводилось сравнение. Шилов задавал вопросы и говорит, а вот если вот столько-то будет процентов морфина, это вот как? Его вот можно почистить или нельзя? И институт сказал в ответ на этот вопрос, что указанное вами количество морфина и кодеина можно обнаружить только в хорошо оснащенной лаборатории, но выделить его в том количестве, которое там указывают ваши эксперты, 295 грамм морфина из 42 тонн, невозможно. Или возможно, только теоретически, это потребует огромных затрат растворителя и того и другого, потому что эксперт при своем исследовании там 50-кратное количество растворителя тратит на анализ семян. За что вас арестовали, не могу понять? Вы знаете, я тоже до сих пор не могу понять, мне объясняют, что я вмешалась. Есть такое мнение, есть основания полагать, что я нарушила или пыталась своим вот таким письмом нарушить хорошо отлаженный бизнес. То есть, когда в страну ввозится мак пищевой, таможня его пропускает и дает добро говорить чисто, а потом
сотрудники ФСКН приходят там, к этому на склад или в магазин и так далее, и говорят: товарищи, а там-то есть алкалоиды, и давайте будем решать эту проблему. И люди эту проблему решают теми способами, которые известны в России. Да, это коррупционные отношения. И вот сейчас, прочитав 218 томов уголовного дела Шилова, к которому меня прикрепили, я четко знаю, что основанием для его возбуждения явилось задержание владельцев или там продавцов, которые якобы на Университетском проспекте торговали семенами мака, а их коррупционные отношения их связывали с сотрудниками ФСКН. И вот из этого уголовного дела Шилова, или которое сейчас называется делом Шилова, выделено было уголовное дело относительно сотрудников ФСКН, которые, согласно данным, приводимым вот в этом материалах дела, получали от 500 тысяч до 2 миллионов, там на разных страницах разные цифры приводятся, ежемесячно с этой торговой палатки. То есть это ваше предположение на основе того, что вы слышали, да? Нет. Данные, которые я вам сейчас говорю, это тот материал, который я видела в материале уголовного дела. Исходя из него, я предполагаю, что высказывание пензенского НИИС о том, что семена мака всегда содержат алкалоиды, они кому-то не понравились, потому что они как бы говорили, что если они всегда содержат, то не надо всегда их задерживать, да, всех, но нужно либо выбрать тот порог, который позволяет считать, что эти семена грязные, а не естественные, не с естественным содержанием алкалоидов, либо, как во всем мире, считать, что семена мака наркотическим средством не являются, и поэтому не предъявлять к ним никаких вот повышенных требований. Согласно Конвенции о наркотических средствах 1961 года, семена мака не являются наркотическим средством. Более того, согласно этой же конвенции, наркотическим средством не является и маковая солома, то есть все другие части растения мака снотворного, кроме семян. Россия подписала эту конвенцию. То есть у нас это тоже не является? То есть... Нет, Россия сказала, что мы пойдем другим путем. Для того, чтобы иметь возможность привлекать всех и каждого, мы объявили естественное растение, да, вот то, которое растет в поле, это все части этого растения, за исключением семян, мы объявили, назвали маковой соломой, внесли его в список 1 перечня наркотических средств и запретили его оборот на всей территории нашей страны. Мы это кто? Законодательные органы? Это правительство Российской Федерации. И вторая часть? Вы говорите, часть объявили запрещенной. По списку номер 1. По списку номер 1 мы запретили маковую солому, а по списку номер 2 мы ограничили оборот морфина, кодеина и тебаина, которые являются алкалоидами опийного мака и которые всегда содержатся в семенах мака. Таким образом, у нас мак под двойным контролем, да, из-за того, что там есть маковая солома как в виде сорной примеси, из-за того, что там есть алкалоиды в виде его составной части. Так вот, Шилов, который был импортером мака, зная о российских законах, и о том, что ФСКН считает, что наркоманы могут покупать мак только из-за того, что в нем содержится маковая солома, он заключил с фирмой, которая Алкалибер, специальный договор, или как я даже точно не могу вам сказать, но факт тот, что они стали производить дополнительную очистку семян мака, поставляемых в Россию. Фирма Шилова. Фирма Шилова стала проводить эту дополнительную очистку. Так вот, Шилов покупал мак в Испании. В Испании есть единственная лицензированная фирма, это Алкалибер, которая занимается возделыванием мака снотворного с целью получения экстракта маковой соломы и опийных алкалоидов морфина, кодеина, и в частности она продает в Россию кодеин. И так как мак это культура двухстороннего использования, то есть у нее вот эта часть растения маковой соломы идет на экстракцию алкалоидов, а семена идут в пищевую промышленность, то значит у них, соответственно, семена имели более низкую цену, стоимость, чем в Чехии. И это всех коммерсантов привлекало, в том числе и чешских коммерсантов. То есть фирма «Алкалибер» торговала пищевым маком, как следует из материалов дела, более чем в
страны мира. Причем всем странам торговала без дополнительной очистки, потому что там никто не зацикливался на этом. А в Россию чистила так, что, согласно экспертизам Мака Шилова, там вообще практически не было по настоянию Шилова, потому да, по настоянию Шилова она делала это, и шиловский мак был самым чистым, насколько я знаю, из экспертиз, которые я видела по его делу, и могу сравнить их с теми экспертизами, которые мне показывали адвокаты по другим делам. Чем кончился ваш арест, задержание? Мое задержание кончилось тем, что сотрудники ФСКН решили, что строптивых и несогласных давать показания на Шилова нужно посадить в тюрьму. И они вышли с ходатайством в суд о заключении меня под стражу, якобы на том основании, что статья, по которой они меня обвиняют, это была статья пособничество контрабанде, является вот такой опасной и трудной. Значит, когда мой адвокат стал громко и ясно говорить, что, простите, но статья декриминализирована, ее нет в Уголовном кодексе 188 статьи, они, подумав и почесав репу, добавили мне еще 228 статью. Значит, раз вы пособничаете контрабанде, то значит вы пособничаете сбыту наркотиков под видом пищевого мага. То есть меня посадили по контрабанде, через неделю добавили еще сбыт наркотикам, и в тюрьме я была как крупный наркобарон. Если там девочки говорили, что у них там 0,1 грамм чего-то, то я гордо говорила, а у меня 42 тонны. То есть, если вы живете на улице, где совершено преступление, то преступник вы произвольно, да, получается? Ну, так говорят, так получается, что каждый причастный к пищевому маку может стать в нашей стране преступником. Письмо, ваше заключение эксперта, подписали вы или кто-то еще? Это не было, я еще раз подчеркиваю, что это не было заключение эксперта, это было информационное письмо Пензенского НИИ. Под моей подписи под ним не стояло, я его просто готовила, подписал его директор института, доктор сельскохозяйственных наук Смирнов Александр Алексеевич. Посадили вас при этом? Посадили меня. Почему не Смирнова? Ну, потому что изначально он сказал, что он не помнит, что подписывал такое письмо. Потом, когда меня выпустили из тюрьмы, он внезапно вспомнил. И 26 сентября 2012 года он выступил в СМИ с открытым письмом, в котором написал, что да, это письмо подписывал я, это письмо содержит общедоступные сведения, которые просто являются информационным. Мака Шилова мы в глаза не видели, и анализ Мака Шилова никогда не делали. Где это опубликовано? Это письмо опубликовано как на сайте Пенза Ньюс, так и было опубликовано на сайте Пензенского НИИ сельского хозяйства. После этого мне стало как бы радостно и счастливо. Я считала, что все, вот оно кончилось, это страшное. Но тут мне предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. В чем это выражалось? По мнению ФСКН я выражилась в том, что я подготовила письмо и якобы ввела в заблуждение директора о его содержимом, и он его подписал. Письмо, которое недостаточно хорошо прочел. Ну так это его вина, а не ваша вина. Я тоже так считаю, но в нашей стране, наверное, у ФСКН другие представления, тем более, что в нашей стране, согласно Конституции, иметь собственное мнение никому не возбраняется, и высказывать это мнение никому не возбраняется. Получается, что то мнение, которое высказал институт, легло в основу моего обвинения и моего уголовного преследования. Но я вам говорю, что Конституция нашей страны разрешает, не то, что она прямо декларирует, что каждый человек имеет право на свое мнение и на его открытое высказывание. В данном случае получается, что людей, которые высказали научное мнение, преследуют за него. Сколько вы провели в тюрьме? Я провела в тюрьме 42 дня. Это было достаточно для того, чтобы понять весь ужас российских тюрем. Ну, конечно, мне было очень тяжело, потому что я до сих пор, была счастливой и обласканной судьбой. И оказаться в таких условиях, где на тебя пытаются давить со всех сторон,
было очень тяжело, когда тебя там обыскивают, когда тебя заглядывают. Меня не пугал тюремный режим, меня пугало вот то отношение неравенства, которое существует там между людьми, между конвоирами и подозреваемыми или там обвиняемыми. И оно мне совершенно не нравилось, я пыталась с ним бороться, поскольку дух свободолюбия во мне все-таки жив. Я им сказала, я выйду отсюда. Я не могу понять, сколько еще раз вы провели? 42 дня. За что? Вот если Конституция, основной закон говорит, что вы можете, каждый человек может высказать свое мнение. Если вы высказали экспертное мнение по проблеме, то есть вы выполнили свои должностные обязанности, за что вас арестовали и посадили в тюрьму? Вы знаете, я тоже не могу этого понять. Я считаю, что это просто произвол следствия. Но доказать это до сих пор мне не удается, потому что все мои жалобы, многочисленные, начиная с жалобы к руководителю следственного органа, в прокуратуру города Москвы, в Генеральную прокуратуру, в Государственную Думу, в Совет Федерации, в Управление по делам президента, они в конечном итоге возвращаются в ФСКН. И самое смешное или самое печальное в этой истории было, что когда сотрудники института подписали огромное письмо в мою защиту и с высказыванием вот тех же доводов, которые сейчас я высказала вам, о том, что письмо ни в коем мере не могло способствовать контрабанде наркотиков, потому что оно не является, потому что у нас, во-первых, нет никаких требований законодательно запрещающих содержание наркотических веществ в маке пищевом, что никакой Санпин не требует проверять мак пищевой на содержание алкалоидов, то это письмо из Управления делами президента было переслано в ФСКН, и ответ я получила не от президента, а от следователя, который посадил меня в тюрьму, как бы от имени президента он заявил мне, что хочу, то и делаю. А я считаю, что так я могу делать, и все. Вседозволенность этой структуры пугает меня, вот, ужасает меня сейчас. Как вам кажется, или как вы, может быть, полагаете, нет ли во всем этом грязном деле, не будем называть другими словами, это грязное дело, когда эксперт сажает в тюрьму за то, что он провел экспертизу. А нет ли здесь коррупционной составляющей? Я думаю, что есть, но мне очень трудно. Я имею там основания полагать, что есть. Дело в том, что из самой тюрьмы я написала 3 жалобы. 2 из них я отправляла, значит, одну написала Виктору Иванову, это директор ФСКН, вторую его советнику Архипову, генералу Архипову, с которым встречалась на совещаниях предыдущих, в том числе и на совещании по пищевому маку в Министерстве сельского хозяйства, в котором я участвовала. Я была членом рабочей группы при Министерстве сельского хозяйства. Рабочая группа занималась тем, что разрабатывала поправки в ГОСТ 52-533 с целью убрать эти невыполнимые требования по 100% очистке мака. И вот, скорее всего, я так думаю, что, смотря по материалам дела, меня в какой-то мере убирали и еще из-за того, что вот я попыталась выступить против вот этого ГОСТа, который позволял сажать каждого предпринимателя, торгующего пищевым маком в России. Понятно. Это ворота для коррупции, на самом деле. Да. ФСКН какой? Москвы, России? Кто у вас вот? Уголовное дело против меня ввел ФСКН города Москвы. А приказ, по-моему, на слежку и вообще вот все это дело контролирует ФСКН города, вернее ФСКН Республики России. Виктор Иванов подписывает лично, и вы слышали его высказывание в печати, которым он сначала обозвал, он Шилова бандитов назвал, про меня там наговорил вот кучу гадостей, которые совершенно не обоснованы ничем. Он сказал, что я проводила экспертизу мака Шилова, когда я ему в ответ тоже в телепередаче сказала, что я никогда не видела мака Шилова в руках, не проводила его экспертизу. Тогда он на следующей передаче сказал, она, не проведя экспертизы мака Шилова, дала заключение о том, что он чистый. Вот я говорю еще раз, что
руководство не давало заключения по маку Шилова. В деле присутствует больше 180 химических экспертиз мака Шилова. В конечном итоге сотрудники ФСКН же высказали мнение, что Шилов провозил наркотики, в некоторых мешках они были, а другими чистыми мешками он закрывал. И тогда провели анализ каждого мешка. Хотя там у них есть методика по анализу наркотических средств, и надо каждый 10-й мешок проводить. Они провели анализ каждого мешка мака Шилова, и анализ показал, что разброс показателей там естественный, и абсолютно не было таких мешков или такого мака, в котором бы содержалась сорной примеси больше вот этих 0,1%, о котором говорит весь мир, да? 99,9 была чистота мака Шилова в худшем случае и 99,99 в лучшем случае. Более того, подтвердились даже те высказывания нашего письма, письма Пензенского НИИС, что в любом маке всегда будут найдены наркотические средства. Вот были такие анализы, когда эксперт говорил, что в этот мак не содержит наркотических средств. Нулевая. Потом ФСКН отправлял его в другую лабораторию, и другая лаборатория находила там маковую солому. Также случилось с этими брянскими семенами. Брянские семена 42 тонны, которые были задержаны на таможне. Первые экспертизы показали, что там нет ничего, кроме тебаина. Потом эксперты успешно нашли там еще и морфин, потом нашли еще и кодеин, а после 2 лет хранения нашлась такая эксперт сибирского Минюста, который сказал, что там есть все, и маковая солома, и даже наслоение опида. И проанализировав 20 грамм, что ли, этого мака, она выдала заключение, которое позволило ФСКНу рассчитать содержание этих наслоений и этого мусора во всех 42 тоннах. Я такую методику не знаю, но ФСКН знает и считает. Как вы думаете, в связи с чем организован такое преследование конкретно Шилова, и вас как эксперта? Вы знаете, однозначно, конечно, я не знаю, но у меня есть основания полагать, и по намекам сотрудников ФСКН, которые грузили этот мак, да, 200 тонн мака со склада Шилова, видели, что он чистый, есть такое основание полагать, что это был заказ конкурентов, которых раздражало то, что Шилов интенсивно завоевывал маковый рынок, и за несколько, 3 или сколько-то лет он завоевал 20% этого рынка, причем он резко снизил стоимость семян мака, оптовая цена у него была в отдельных случаях 85 рублей, от 85 до 100 рублей, что очень раздражало некоторых товарищей, особенно тех, которые говорили, что в палатках мак продают по 3000, 5000 рублей, а тут вдруг, оказывается, в соседнем магазине за 100 рублей можно купить. То есть тут огромнейшие колоссальные деньги, это сфера такая огромных прибылей. А кто-то из умных людей сказал, что если прибыль превышает 100%, люди, которым эта прибыль может прийти, они пойдут на все. Да, я такое слышала высказывание. К сожалению, я не умею считать деньги, их у меня никогда практически не было. Я больше считаю цифры, данные, проценты, граммы, миллиграммы. Но вот в деле Шилова сейчас, в том, которое лежит в уголовном деле, очень прослеживается эта мысль, потому что ФСКН пытался считать доходы, там очень много справок, запросы из банковских счетов, из налоговой инспекции и так далее. И я на одной из встреч, нас, к счастью, вот сейчас уже разрешают общаться, и мы знакомимся с материалами дела вместе, кто-то Шилову сказал, если мы тебя не посадим за наркотики, мы тебя посадим за недоуплату налогов или что-то. То есть корни налоговой полиции, которые разогнали и преобразовали ФСКН, они сейчас живут в них. Будем надеяться, что, может быть, у кого-то все-таки есть совесть, и кто-то, может быть, услышит, поймет и сделает выводы, на что мы еще можем рассчитывать, когда вас
за вашу работу садили в тюрьму. Спасибо большое.